Решение о резком переезде я принял примерно за 6 месяцев в сентябре или ноябре. У меня не было биометрического паспорта 10-летнего, по идее, по нему можно только въезжать в Евросоюз, хотя, насколько я понял, можно и по 5-летнему именно в Испанию, но я предпочитаю все-таки оставить возможность подписывать какие-то документы, поэтому я заказал на госуслугах 10-летний паспорт, он у меня стоил 6 тысяч госпошлины, и вообще всем я его рекомендую сейчас сделать. Сделали мне его за 3 дня. Пригласили меня в МВД, я делал в Питере, у меня там не было прописки, то есть, по идее, я должен ожидать 3 месяца. Записаться я смог, где-то через 3-4 дня, тоже через госуслуги. Лайфхак, если вот вы на какую-то государственную историю записываетесь, именно там в МВД или что-то такое, проверяйте запись в нули, потому что там обновляется и открывается запись на следующий день. Может, какая-то отмененная запись вылетит. Собственно, у меня так и было. Я зашел в нули, заказал там, условно, на следующий день у меня была возможность записаться. Я записался, пришел, вбил свой талончик, меня приняли, сдал свои отпечатки пальцев, фотки. Вообще попросили там у меня, копии паспорта, вот эту вот всю историю. Я сделал всего и принес им пакетом, чтобы вот что там не написано, чтобы они мне не сказали донесите, и я не пошел распечатывать один лист бумаги за 30 рублей. Я распечатал сразу все равно где-нибудь это пригодится, эти копии постоянно все запрашивают. Это вот первый трек, что я первостепенно сделал. Это биометрический паспорт. Насколько я понял, биометрический паспорт делают достаточно долго, поэтому подавайте заранее. Да, не надо думать, что вам выдадут его так же, как и мне, за 3 дня. Вы можете застрять с этим, поэтому делайте сразу его заранее. Все равно он действует 10 лет, вам он пригодится в любом случае куда-нибудь подписать документы, условно. Наверное, самый сложный трек. Мне нужно было открыть туристическую визу в Испанию. Надо понимать, что у меня в сентябре только закончился процесс банкротства, и мне нужно было предоставить справку с выписку со счета за 3 месяца, а у меня нету выписок со своих счетов за такой период, и у меня в целом не было там 400 тысяч на одного человека вроде бы нужно было иметь на счету. Сейчас я вам расскажу по пакету документов. В целом можно готовиться самостоятельно, но я не хотел рисковать, поэтому я заплатил агенту 10 тысяч рублей, и виза у меня тоже стоила 9 с чем-то, условно десятка, 20 тысяч у меня стоило открытие визы. Какой список документов нужен? Паспорт, копия паспорта, фотография, выписка со счета о движении средств за 3 месяца, справка с работы с получением денежной платы, да, сколько там вы зарабатываете, и электронная трудовая книжка или обычная трудовая книжка, ее копии, перелеты, бронь билетов, страховка. У меня была страховка от Альфа-банка, сделал мне ее агент, да, то есть я ни за что дополнительно не платил. И заявление. Как это все делается? Вы заходите на сайт БЛС Испания, и там нужно поймать запись на встречу в посольство. Вы ловите там, делаете это вы, потому что в Испанию вас еще по биометрии сканируют, чтобы агент не мог за вас получить. Вы все там заполняете. Если вы будете делать через агента, он вам все должен объяснить, рассказать. Я поймал эту визу, условно, мне на следующий день запись прислали, но у меня агент не был готов, что я на следующий день буду готов. Собственно, я тоже не совсем был готов. Получил я ее где-то через неделю, туда надо заходить. Сайт очень лагает. И бывает, что он не заполняет данные или еще что-то, а потом выбивает ошибку, то что вы слишком часто заходите по одному и тому же IP-адресу. Можно попробовать с другого устройства поменять Wi-Fi, поменять интернет, но я скачал просто VPN, который делает тебя не за рубежом, а внутри России. Я просто поменял, получается, локацию внутри России, и мне получилось зайти на сайт и получить мою запись. А так как у меня не было выписки со счета, мне нужно было предоставить все, кроме этой выписки. И плюсом мне нужно было найти человека, у которого есть все эти документы, да, справка с работы, выписка по счету и остаток по счету. Трудовая и справка с работы. У меня был такой друг, он мне все сделал. Точнее, я все сделал, он просто подписал. Нужно было написать
спонсорское письмо и предоставить как бы уже его выписки по счету, ну, паспорт, короче, такой же пакет документов, как и для меня. Я подавал визу за полгода, это выпадало как раз на мои даты дня рождения, то есть с 20 по 21 мне ее дали на месяц. Выдали мне визу всего за 7 рабочих дней, но насколько я знаю, ее выдают типа дней 45 и может быть с задержкой. Если вы планируете поездку и знаете, лучше как бы делать максимально все заранее. Тем более у меня не было на тот момент никаких накоплений. У меня только появлялись деньги, я сразу их вводил в этот процесс, чтобы их не потратить на еду, на кофе и все подобное. Финансовая грамотность эмигранта. После чего мне нужно было сделать банковскую карту. Делал я банковскую карту Freedom Казахстана, брокерскую, но есть нюанс. Эта карта, мне ее заблокировали на месяц, потому что в Казахстане меняется законодательство. Собственно, я и сейчас пользоваться не могу. У меня там есть 1000 рублей, ну, типа 10 евро. И никуда я их потратить не могу. У меня эти карты не работают, их должны разблокировать. В теории можно съездить в Беларусь, там все открыть. Но вот здесь приехал тоже парень из Беларуси. Или Белоруссии. Не знаю, как правильно. Наверное, все. У него все карты работают, то есть у него нет налички. А так как у меня заблокировали счет, в Испанию я прилетел с 700 евро. У меня лежало в кошельке. Больше у меня не было денег, и, собственно, сейчас их больше не стало только меньше. Перелет. Я потратил 27 тысяч на билеты. Из них это 17 тысяч был билет до Мадрида. И 10 стоил билет обратный в Турцию. Я оплатил со страховкой, там 90% стоимости вернуться, так как я знал, что я не буду возвращаться. Но при этом мне нужен был обратный билет, мало ли бы у меня его спросили. Я использовал авиасейлс, там есть страховка, вот они мне уже вернули половину стоимости билета, и остальную часть стоимости мне должны вернуть в течение 2 недель, может быть, 2 месяцев. Попросили написать им в апреле, если вдруг деньги не поступят, потому что их возвращает авиакомпания. Так как у меня была карта, и у меня было несколько треков здесь легализации, это по беженству. Я здесь, собственно, нахожусь. Есть 2 варианта, как сдаться. Это первое, записаться в полицейский участок и там все сделать. Но СИТу, то есть запись на прием, можно ловить достаточно долго, особенно в больших городах, ближе к югу страны. Если, условно, очень быстро, обычно ловят на севере. Вот у меня был трек, это Жирона, это город между Мадридом и Барселоной. Часе езды от Барселоны. Исходя из информации, которую там делают ребята в таблице, где кто успел когда записаться, там достаточно быстро все получали, без прописки. Вот. И второй трек через аэропорт. Через аэропорт обычно по визе не принимают. Но у меня получилось. Насколько я понял, чем хуже ты понимаешь, что от тебя хотят, тем проще тебе здесь жить. Потому что испанцам, насколько я понял, очень сложно что-то объяснять. Им проще сделать, чем объяснить, что такое сита и почему я ее должен ловить. Таким же образом я себе сделал проездной в метро, да, для молодежи до 26 лет. 10 евро, 1000 рублей ты платишь и можешь, ну, если с Питером, да, по всей Ленинградской области, по всему Питеру на любом транспорте ездить, кроме там высокоскоростных поездов. Типа на Сапсане вы по Ленобласти не покатаетесь, ну и по Ленобласти он и не едет. И так как у меня была карта, отель, я забронировал на 3 дня в Мадриде. Если вдруг у меня не получится что-то сделать, да, сдаться через аэропорт, я забронировал жилье себе, комнату через Airbnb на 3 дня за $200. Еще что я сделал, и об этом никак не жалею. Вот ребята, которые приехали раньше меня, они не приобретали испанскую сим-карту. Я ее купил. Купил я ее на ВБ. Оператор Orange. Она в основном туристическая, но в Испании она действует как для резидентов, да. У меня тариф за 15 евро на 240 гигабайт. Это сразу с роумингом по Евросоюзу. Я могу ездить там в большое количество стран. Конечно, я сейчас не могу это делать, но это сразу совсем. Купил за 15 евро, потому что я переживаю, что вдруг мне не хватит здесь интернета, хотя, насколько я понял, здесь так мало тратится, здесь есть везде Wi-Fi, и ты, когда гуляешь по улице, ты не хочешь залипать в Ютубе, в ТикТоке, ты постоянно смотришь на красоту вокруг. Вот я сейчас сижу в парке имени...
Блин, забыл имя, представляете? Это имя чувака, эффект которого... Эффект Манделы. Вот я в парке имени Манделы сижу, и здесь 2 озера с фонтанами. Возможно, я сейчас вставлю сюда ставки, чтобы вы тоже посмотрели, как это выглядит. Мне очень нравятся фонтаны. Собственно, продолжим. Я купил сим-карту в Валберес. У меня появился испанский номер, я его активировал к дате полета. Это все делается через электронную почту, очень элементарно. Вот, Евророуминг компания, которая это все делает. И я уже как бы здесь, и уже могу ее оплачивать, то есть, да, пользоваться как я хочу. Хотя, вот кто-то купил здесь сим-карту и платит всего 5 евро, кто-то 10 евро. Насколько я понял, самый вот обычный тариф это 10 евро, и я, вероятнее всего, на него тоже перейду, потому что, ну, это, он вообще недорого стоит, вообще ни о чем. Самое то, что нужно. И немного, и немало, и все. Все, я пришел в аэропорту, так как я летел, получается, через 1 билет, я не оставался в Стамбуле на пару дней, хотя было бы классно, но у меня не было ни денег, ни желания, и я остановился, сразу прилетел в Мадрид. В Мадриде что я сделал? Я как бы там спускаешься на 0-й этаж или на -1, что-то такое, но там вам объяснят, куда идти. В Мадриде навигация намного лучше, чем в Истамбуле. Меня направили вниз, там я пристал, сначала сходил в туалет, пристал к людям, которые помогают инвалидам, малогабаритным людям, малогабаритным, малоподвижным людям, не знаю, как правильно сказать. Тем, кому сложно передвигаться, они помогают по аэропорту развести, потому что аэропорт большой, здесь там, может, из терминалов надо передвигаться на автобусе, еще что-то. Они помогают, я к ним пристал, спрашиваю, где там туалет, они мне показали, сходил в туалет, после чего я вернулся, и там девушка, которая, то есть, она там стояла и такая, пассапорте Европа или нет. Вот если нет, они тебя как бы отправляют на паспортный контроль, если да, они как бы к биометрии там что-то такое отправляют. Я к ней пристал, написал вот табличку, то, что я хочу получить убежище. Она такая, я увидел то, что полиция националь, да, это те, кто занимается вопросами беженства, увидел, это проход как бы в детеншн, вот в тюрьму, пока рассматривают твое решение. Не назвал бы это тюрьмой. Это похоже на супер дешевый хостел. Максимально. Там я 1 день просидел. Меня направили туда. Там я пристал уже к девушкам из Красного Креста. Спрашиваю, вот туда мне, не туда. Главное не идти вот на паспортный контроль, куда они все тебя отправляют. Надо там поторчать, потупить. Она сказала, да, ты там, где тебе нужно находиться, тебе здесь помогут. Но как бы люди уходят. Так, опять кукурузник летит. Подождем. Ой, это вертолет. Наверное, там, где кукурузники и вертолеты летают. Нет, кукурузник. Блин, так прикольно. Я бы хотел полетать на кукурузнике. Собственно, там я сидел где-то час и смотрю, что как бы люди все ушли, а я остался. Я такой, а что такое? Я жду. Из этого детеншена медленно пропадают люди. Меньше начали туда-сюда ходить полицейские, сотрудники. Я такой, блин, как-то странно. Я поймал другого сотрудника Рохи, Красного Креста. И что мне делать? Говорит, типа, полицейский тебе нужен. Конечно, у них невероятно красивая форма. В последующем я понял, что просто ее шьют не зэки, а компании, специализирующие на шитье одежды, а не просто дешевая рабочая сила из сомнительной ткани. Я даже подумал, хочу стать полицейским. У них тут и гербы, и все так красиво вышито, просто невероятно. Я понимаю, почему они все такие красивые. Вот, я пристал к девушке, она полицейский, я ей показал надпись, она такая, окей, и провела меня как бы к паспортному контролю, уже там полиция националь, через проходку. Вообще, туда типа нельзя идти и все такое, но я как бы прошел, там был у меня полицейский, мы общались через чат GPT, он спрашивал, там, как ты долетел, как добрался, откуда ты, и все такое. Все. Меня отправили в детеншн. Мадрид рассмотрел мое дело за
19-20 часов. На следующий день меня уже определили в город под Мадридом, это Мостелес. Я, собственно, здесь живу сейчас на нулевой фазе. Меня должны перевести на первую. Сейчас должен получить свою красную карту. Я уже получаю пособие. Здесь, на самом деле, очень много всего рассказывать, но я думал, будет сложнее. Если тебя принимают в аэропорту, твоя жизнь намного проще. У тебя и денег меньше тратится, и все. Но второй план это был через Жирону записаться в полицию по телефону, не зная языка, ничего. Вот, я очень рад, что ребята поехали быстрее меня. И я смог узнать, что если они не берут связь, значит они в детеншене. И я тоже смогу поехать. Собственно, это в целом все. Сейчас я уже здесь. Следующие видео это будут, наверное, моя поездка в Мадрид, как мы ходили на выставку в Мостелес, бесплатная выставка достаточно экспрессивной художницы из Германии, очень сексуализированная, я даже не знаю, как это пропустит в YouTube или нет, вроде бы это искусство, но это настолько все открыто, что не знаю, меня немного это поражает. В целом, если у вас есть какие-то вопросы или что-то, вы можете их задать всегда в комментариях. В целом, оставляйте комментарии, ставьте лайки, было бы вам что интересно. Направляйте меня, что мне вам снимать. Потому что влоги мне нравится снимать, но говорить, конечно, там могу намного меньше, чем вот просто сидеть перед камерой и о чем-то говорить. Насколько мне сказали, я очень много могу говорить. Сейчас посмотрю, все ли я вам сказал или что-то упустил. И на этом попрощаюсь. Забыл рассказать про язык. Испанский я не знаю. Я его учу по-испански по плейлистам. Очень классный преподаватель, дает базу, объясняет правила, ты учишься писать, воспринимать на слух и говорить. Всем рекомендую, прям must have. Потом я пытался заниматься в Duolingo, но после того, как я начал заниматься в плейлист испански по плейлистам, мне совсем не понравилось Duolingo, и есть приложение Бусы, или как-то так, такое с Б, синенькое приложение. Хорошо объясняются правила, спрашивают людей на улице, реальное произношение, хорошие правила, грамматика, но я что-то застрял и сейчас не могу сделать контрольную пройти. Я прям не понимаю, что я делаю неправильно, совсем не понимаю, что от меня хотят. Здесь как бы предоставляют, так как у меня низкий уровень кастильяна, нулевой, меня отправили на курсы по испанскому языку. Это бесплатно, ты обязан на них ходить, так как ты на программе. Собственно, вот там я занимаюсь испанским, общаюсь с испанцами, хожу на свидания. Что еще? В приложениях сижу, переписываюсь. Короче, стараюсь максимально испанский в мою жизнь вернуть, как-то посвятить, но, конечно, без словарного запаса сделать нечего. Испанский язык достаточно интересен, очень похож на русский своей грамматикой. У них невероятно сильно изменяются слова в зависимости от спряжений, по отношению к кому слово, когда это переходит в инфинитив, не инфинитив. Короче, я ловлю параллели с русским языком, из-за этого мне проще, но в целом язык достаточно простой, легкая лексика, особенно если ты не знаешь английский, а то здесь, вот как обычно в английском языке me, здесь me. Мы где-то с ребятами шутили, взяли в себе бутылочку вина, книжку с испанского, там «Маленький принц» в библиотеке, чтобы потренироваться читать. Мы что-то читаем, и у нас везде вот это английское me, be. И потом, после всего, вот я сейчас ставлю мем, девчонка скидывает мем с бараном б, чтобы потренировать произношение. И на этом все. Все, ничего не забыл, все проверил. Если вдруг все-таки я что-то забыл, о чем не написал, вы мне пишите в комментариях, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, направляйте меня, что мне вам снимать и куда ориентироваться. Все, пока-пока. Совсем забыл, пока записывал видео, рассказать, собственно, как я сам решился на переезд. Сейчас пока вот вид можете посмотреть. Я наблюдаю за каналом Дениса. Я оставлю ссылку, вот здесь покажу канал. Он очень сильно мне помог определиться и убрать радужные очки с тем, как это на самом деле здесь происходит в Испании. И
и показал, что это не очень сложно, но при этом и нелегко, и это вот так, как надо. То, что вас тут не целуют в задницу, а интегрируют в общество, вы должны работать, вы должны хотеть здесь жить. Оставлю ссылку. Все, на этом пока.